Всем привет! В этом ролике дам 5 советов для новичков и не только новичков по Big Time. Что и как лучше делать для фарма токенов, ну и в целом по игре. Итак, закончился первый месяц сезона, сейчас уже идет вовсю второй, ну и пришло время подвести первые итоги. Я попал в топ 500, не сказать, что я прям стремился к топ 100, там пришлось бы супер много крафтить, а я по большей мере игрок и бегаю данжи. Но все же 20к токенов всегда вкусно. Ну и первая часть airdропа уже прилетела, и далее уже будет раз в неделю в течение 16 недель прилетать. В общем, я супер доволен, поздравляю всех, кто получил дроп. Ну и далее перейдем к советам. Первый совет. Big Time в первую очередь это игра, и если вы хотите лутать токены и быть в хорошем плюсе, то вам придется придерживаться мети игры. Самое главное это стабильная пати. Буду говорить на примере нашей пачки. С первого дня играет стабильно 6 человек, договариваемся о времени, держимся определенного уровня, выбираем персонажей именно на команду. В общем, совет такой: найдите себе стабильную пачку и без всяких отговорок, типа кто-то не хочет, уже поздно. Никогда не поздно, а тем, кто еще не нашел свою пачку, то залетайте к нам в Discord, у нас много активных и опытных игроков, там всегда найдется местечко. Также, к примеру, вы выбрали себе Shadow Blade и хотите наносить только урон, но герой предназначен немного для другого. И, к примеру, на сегодняшний день мета такова, что быстро нужно закрывать данжи, то вам придется делать супермобильного Shadow Blade. Совет очевиден, но зачастую вижу такое, где люди пытаются изменить свой класс, используя его не совсем в то русло и не совсем те навыки, которые могут помочь команде. В итоге долго закрываете данжи, в итоге получаете намного меньше токенов, чем могли. Каждый скажет, что это супер очевидный совет, но, увы, не все почему-то ему придерживаются. Итак, второй совет это мета данжей. Смотрите, в Big Time есть различные данжи. Некоторые более лучше подходят под фарм, некоторые хуже, поэтому совет такой: держаться мети порталов. К примеру, мы бегаем только определенные порталы. Если что-то меняется в игре, то мы подстраиваемся и также меняем порталы. Это происходит после каких-либо обновлений, после каких-либо фиксов. Тир порталов можете посмотреть у нас в Дискорде. В закрепе есть табличка, которая постоянно меняется. Третий совет связан с уровнем вашего пакетвотча. На данный момент, да и думаю, это никогда не изменит. Если вы на 10 уровней выше мобов, то токенов вы не получаете. Есть кап уровня. Сейчас у нас данжи максимум до 48-го, но, как многие знают, там написано 39-48, к примеру. То есть мобы поначалу 39-40 уровень, и если вы превышаете на 10 уровней этих мобов, то вы не получаете. Надеюсь, в будущем может добавить более высокие уровни, но сейчас всем придется заново перекачиваться, если вы уже преодолели свой кап уровня. Так мы уже перекачиваемся в который раз с нуля и стараемся не сильно гнаться за уровнем. Поэтому совет такой: следите за своим уровнем, и если уже пересекли кап, то готовьтесь к перекачке. Мы уже оставили отзыв по этому поводу, и думаю, в скором времени мы увидим более высокие уровни данжей. Четвертый совет именно для лоу-банков. Если вы лоу-банк, хотите без каких-либо вложений играть, то не спешите расстраиваться. Всегда можно играть в обычные данжи, пытаться там залутать NFT. Это, конечно, все рандом, поэтому вам может повезти. Вы также можете получить что-то годное. Тут главное играть и хорошо и быстро играть. Также был вариант с премиум куренси, но походу сейчас с обычных данжей либо совсем не падает, либо падает, но очень мало. Еще не так давно с обычных данжей можно было получать немало премиум куренси и также продавать его в маркете, тем самым наращивать свой банк. Но может в будущем снова это вернут. Это я к тому, что в Big Time могут заработать все и на всем. Ну и последний совет по крафту. Если вы тут надолго, то вам придется либо взять в аренду, либо покупать таймвардены, крафтить себе хаурглассы более высокой рарности, и также можете на перепродажу. В общем, крафт это супер крутая штука, заработать на нем можно супер хорошо. Ну и, конечно, не забывая вводить креатор код Архангел. Так вы делаете мне поддержку, а я в свою очередь постараюсь чаще выпускать ролики, ну и делать разные розыгрыши исключительно для тех, кто вводит коды. Поэтому совсем скоро будет стрим на Твиче, где я уже сделаю свой первый розыгрыш. Что касается форжей и армори, то они также полезны, ведь в лидерборде крафт NFT дает больше очков, чем крафт хаурглассов или чего-либо. В течение сезона крафтя понемногу можно легко попасть в лидерборд и получить доп токенов. Лично я буду стараться в этом сезоне зайти в топ 300, вначале чутка придется потратиться,
но зато потом дроп возьмите все это. Так еще я останусь при NFT. Это были 5 советов новичкам. Придерживайтесь их, и у вас будет все хорошо. А на этом все. Кому ролик был полезен, ставим лайк, подписываемся на канал. И всем пока-пока.